up in the north, Jeroboam was trying to discourage his people from going to Jerusalem to worship. И, значит, у себя там в Северном царстве Иеровам пытался всячески отбить у своего народа, ну, своей части народа охоту ходить в Иерусалим на поклонение. Ну, так сказать, воспрепятствовать. And one of the ways he accomplished this was to build two major shrines in the northern kingdom. И один из способов сделать это было построить два больших капища в Северном царстве. One at Dan in the north and one at Bethel in the south. Значит, одно капище в Дане на севере и одно в Вифиле на юге. He thought that if they had some major worship center within the boundaries of his kingdom, then they wouldn't be likely to defect to Jerusalem and Judah. И он посчитал, что если у них будут таких два больших как бы центра поклонения, которые будут вне границ Иудеи, то тогда не будет шансов, что люди будут там часто там бегать в Иуду, и не будет шансов, что они перемкнут к ним. Ну и он хотел именно капище в границах своего царства. And when Dan was excavated, they found the remnants of a big altar here. И когда в Дане провели раскопки, то нашли там руины большого святилища, большого жертвенника. And then a high place up here where they probably had the golden calf. И вот тут также такую возвышенность, где, скорее всего, и стоял вот этот золотой телец. And they found one of the horns of the big altar. И нашли также один из рогов большого жертвенника. It's about this big. Ну, примерно такого размера. So it was a huge altar. То есть жертвенник был здоровенный, огромный. But the city was eventually destroyed. Но город в конечном счете был разрушен By the Arameans. арамейскими войсками арамейцев. And that's when they put up the Tel Dan stele that mentioned David. И вот, кстати, именно тогда эти арамейцы и поставили вот эту стелу Тель-Дан, напоминающую Давида и дом Давида. A few decades later, a king arises in the north named Omri. И несколько десятилетий спустя на севере возвышается царь по имени Амврий. He basically started a new dynasty in the Israelite kingdom. Фактически он начал новую династию среди царей Израиля, Северного царства. And during his reign, he built a new capital at Samaria. И в течение своего царствования он построил новую столицу в Самарии. Кто в этом стоит? А? Стоят So там. who is staying there? I don't know. This is from the 70s. Somebody gave me some old pictures. Фотографии 70-х годов, кто-то мне дал старые фотки. Here's some more recent Ну, ones. более современные. So they excavated this whole palace area. То есть вот они сделали раскопки на всей этой территории древнего дворца. And they found that its construction dates to the time of Omri and then some expansion under Ahab. И они обнаружили, что постройка этого дворца датируется как раз-таки временем правления Амврия, а его расширение последующее это уже времена Ахава. I mentioned earlier that passage that tells us Ahab decorated the palace with ivory. И я уже упоминал ранее отрывок, который говорит, что Ахав украсил дворец слоновой костью. And in the excavations of that palace, they found a room, a big room with all sorts of ivory decorations. И как раз таки при раскопках этого дворца они обнаружили большую комнату с самого разного рода украшениями из слоновой кости. So they called it Ahab's ivory house. Поэтому они назвали это дом Ахава из слоновой кости. Это место. Yesterday, those of you who were at the museum, you saw some ivory like this. И вчера те, кто были в музее, они видели вот несколько изделий из слоновой кости там. I like even could show to everyone.
О. Слова и кость. Можешь пустить планшет. А. Это с музея. Omri was also involved in the submission of the kingdom of Moab. И Амврий также участвовал в поражении, в подчинении Моавского царства. We looked at the Mesha stele earlier because it mentions the house of David. И мы с вами уже до этого рассматривали стелу Меша, да, которая говорит о доме Давидовом. But this actually gives a whole Moabite version of 2 Kings chapter 3. Но вот эта стела Мессы показывает, скажем так, моавитский взгляд на 4 царств, 2 главу, 3 главу. 4 царств, 3 глава, моавитский взгляд, стела Мессы. Here's some of the text of it. Ну вот некоторые отрывки оттуда. He tells us that he's Mesha, king of Moab. Говорит о себе пишущий, что он Месса, царь Моава. And we read about him in the book of Kings. И мы читаем о нем в книге Царств. And then he talks about how he was rescued from Omri, king of Israel. И далее он описывает, как он был спасен от Амврия, царя Израиля. He was oppressed in those days. Он был притесняем в те дни. He was oppressed in the days of Omri's son, Ahab, also. Он также был притесняем в дни сына Амврия, Ахава. But then he says that he triumphed over that house. Но потом он говорит, он все-таки одержал победу над этим домом. He tells us Israel has utterly perished forever. И он говорит, что Израиль окончательно погиб навсегда. Which is obviously a bit of embellishment. Конечно, это явно некоторое преувеличение. But we do know from the book of Kings that the Moabites, they did win that battle and they pushed the Israelites out of Moab at Но that мы time. знаем из книги Царств, что моавитяне таки выиграли одну из важных битв и отбросили Израиль назад. So this is a Moabite version of one of the events that's recorded in the book of Kings. Вот такая моавитская версия одного из событий, описанных в Втором Царстве. So it's a very, Четвертом Царстве. very important historical source that shows the book of Kings to be accurate. Очень важный исторический источник, указывающий на достоверность книги Четвертое Царство. Does secular historian accept that as valid source? Yes. Светские историки также считают эту стелу вполне достоверным источником. Тут Яков згадується, да? Тут і Ізраїль. Is Jehovah and Israel are mentioned? Yahweh and Israel are mentioned. Да. yes. Все это упоминается. The son of Omri was Ahab. Сыном Амврия был Ахав. We actually have one of the longest parts of the book of Kings dedicated to him. И мы видим, что Ахаву посвящена значительная часть книги Царств. He was a very evil king, but there's an extensive part of the book dedicated to his reign. Он был настолько нечестивый царь, что его правлению посвящена довольно значительная часть книги. We know things about him like expanding the palace at Samaria, Мы знаем, например, о нем, что он расширил дворец в Самарии, that he married a Phoenician princess named Jezebel, что он женился на финикийской принцессе по имени Иезавель, that another city named Jezreel was a place that he used during his reign. и что еще один город под названием Изриель был основан в его правлении. That he had interactions with Ben-Hadad, the Aramean king. Что у него были какие-то взаимоотношения там с Бен-Хададом, арамейским царем, как там были в союзе. And these are all things that we find in archaeology also. И все вот эти факты мы видим также подтверждаются данными археологии.
Мене питання, що в нього над лівим оком було? А? Над лівим оком. So, could you put the... So what was wrong with his left eye? Like, was it just like the distraction because of time? Така задумка чи то? Yeah, it was just chipped. Просто откололось. So the Queen Jezebel, И царевна Иезавель, she had a special name that was probably reserved for royalty. у нее было особое имя, которое, сохранялось только для царственных особ. Because it actually referenced the one of the chief god of the Canaanites or the Phoenicians. И поскольку и в этом имени идет обращение к одному из ключевых богов финикийских. There is a seal that was discovered. We don't know exactly where because it came on the antiquities market. И вот есть печать, которая была обнаружена. Мы не знаем точно где, потому что она всплыла в каком-то из магазинов древностей. But it is a genuine artifact and it has the name Jezebel on it, Но это подлинный артефакт, на котором есть имя Иезавели. along with some other iconography typical of the Phoenicians. И вместе с этим еще разная иконография, такая типичная для финикийцев. Такие пиктограммы. So we know that she existed, we know that she was a Phoenician, То есть мы знаем, что она существовала, что она была финикийкой. we know that she was associated with these pagan icons, Мы знаем, что она как-то связывала себя со всеми этими языческими иконками, картинками. things that we read about in the Book of Kings. Именно об этом мы с вами читаем в Третьем Царстве. Now this is made out of stone, И эта печатка сделана из камня. and that's how many of the royal seals or the administrative seals were made. И именно из этого материала делались печати многих царственных особ, чиновников администрации. A few of them were made out of metal, Лишь у некоторых делали из металла. but usually we find them in this form. Но обычно мы видим вот такую форму этих печатей. However, the most common thing we find is actually the stamp in clay that these seals leave behind. Но все же обычно наиболее распространенные следы, которые мы находим, это отпечаток подобных печатей в глине. Вот их мы чаще находим, чем сами печати. And most of those that have been found, they're from Jerusalem. И по большей части вот такие отпечатки мы находим в Иерусалиме. And they were preserved because of the fire destruction of the city by the Babylonians. И они сохранились по причине того, что вавилоняне уничтожили город огнем. It hardened the clay, И огонь сделал глину более твердой. and they were buried in some of the destroyed buildings. И вот эти все отпечатки глиняные, разные такие артефакты, они оказались погребены среди всех этих обломков домов и строений. So many important things are actually preserved because of destruction. И таким образом, благодаря разрушению Иерусалима, у нас сохранилось очень много важных вещей, разных артефактов. The destruction of ancient cities is one of the ways that archaeological materials are best preserved. Уничтожение древних городов – это один из тех путей, которыми наилучшим образом сохраняется археологический материал. Because people usually just then build right over the top of all that destruction. Поскольку обычно после уничтожения города люди начинают строить поверх всего того, что было. А именно огнем или не важно? So does it mean that city was burned by fire or just destructed is just even destruction without fire is good for archaeology. Yeah. Даже уничтожение без огня для археологов хорошо. Цікаво, що зараз у нас, щоб щось побудувати, все викопують. It's interesting that in our days to build something you need to excavate everything that is underground. Да. Now Ahab is actually mentioned on a stele of the Assyrians. И Ахав, кстати, упомянут на ассирийской стеле. And this is a battle, a big battle. И вот эта большая битва там описывается.
he actually makes an alliance with some other kings to fight against the Assyrians. Мы видим, что Ахав заключает союз с некоторыми другими царями, чтобы пойти и воевать с ассирийцами. One of those kings is Ben-Hadad, who's mentioned several times in the Bible. Один из этих царей это Бен-Хадад, который несколько раз упомянут в Библии. But this inscription is also interesting because it tells us how powerful Ahab was. И эта надпись, эта стела очень интересна, поскольку она говорит нам, насколько могуществен был Ахав. This stele describes the different military forces that each of those kings brought. Стела описывает, какие военные силы бросили в битву каждый из царей. And Ahab, he brings the most chariots of anyone to that fight. И Ахав в эту битву ввел больше всего колесниц, больше, чем кто-либо другой. Jezreel, the city that Jezebel dies in. Израиль, город, в котором умерла Иезавель. When they excavated that, it looked like this big rectangular fortress. Когда они раскопали его, то вот этот город выглядел как большая прямоугольная крепость. And they didn't really find anything in the middle of it. И, по сути, они ничего там в центре и не нашли толком. It kind of looked like it could have been used as a giant parking lot. Такое чувство было, что это какая-то гигантская автостоянка. For Ahab's chariots. Ага, так и была стоянка для колесниц Ахава. According to the Bible, he did use some chariots. И согласно Библии, Ахав действительно использовал колесницы. And this stele tells us that he brought 2,000 chariots to that battle. И эта стела говорит нам, что он в битву вбросил 2000 колесниц. It's quite a large number of chariots. Достаточно большое количество. So we can see Ahab was a pretty powerful king at that time. То есть мы видим, что Ахав в то время был достаточно могущественный царь. So in Israel there was no like inhabitants or So in Jezreel, in Jezreel, in the city, in a city. there it was probably a palace fortress type of thing. And they lived on the towers or buildings around it. Но Израиль был такой дворец-крепость, то есть они как бы жили, видимо, ну вот в башнях вдоль городской стены, вот, а в середине большая стоянка. Now in Judah at that time, there's a king named Joash. И в Иуде в это время правит царь по имени Иоас. And according to the book of Kings and Chronicles, he actually repaired the temple. И согласно книгам царств и Паралипоменон, он, вообще говоря, восстановил храм. It had been neglected for a while. Храм на какое-то время был заброшен вообще. So he put together a campaign to fix it up and to get people using it again. И Иоас организовал такую масштабную кампанию, чтобы храм немножко починить и начать его использовать. A little while ago, this tablet came out on the antiquities market. Не так давно вот такая вот скрижаль всплыла в одном из магазинов древности. And it drew considerable interest because of the content. И привлекла очень серьезный интерес из-за своего содержания. It mentions King Joash. На этой скрижали упоминается царь Иоас. And it mentions the repairs to the temple. И там упоминается ремонт храма. It was involved in this big antiquities trial. Big antiquities trial. И эта скрижаль, она как бы была одним из компонентов процесса, судебного процесса, связанного с такими древностями. Some people were saying that a lot of these artifacts, they were forgeries. И многие люди говорили, что все вот эти артефакты, которые находим там в магазине древности, это все подделки. And along with another artifact called the James ossuary, this was the most famous. И
скажем так, помимо этого был еще ассуарий Иакова, или, ну, как бы коробочка с костями Иакова. И вот этот ассуарий и вот эта стела были самыми такими известными артефактами, связанными с этим процессом, якобы фальшивки. They tried for many years to demonstrate that artifacts like this and the James Osher were forgeries, but they never were able to do so. И многие пытались в течение многих лет доказать, что вот эта стела и ассуарий Иакова это подделки, но у них это не получилось. When it was analyzed by geologists and epigraphers, they basically said this looks authentic. Когда геологи и когда специалисты по надписям проанализировали эту стелу, они сказали, ну, все признаки того, что она подлинная. In fact, the type of patina found on it, which is sort of the residue that accumulates over time, suggests that it was found near the temple in Jerusalem. И like the material that it was made from? No, not the material to write on. No, it's material that accumulates on something over time. Accumulates on something. Got it. Ну, то есть на этой стеле была найдена, ну, как бы определенная уже, как бы, наросты, которые могли сформироваться только со временем. There were even some little pieces of melted gold found on it that would be consistent with the burning of the temple. И как бы и то, что было найдено, вот те как бы наслоения на этой стеле, они соответствовали Иерусалимскому храму, и более того, там были найдены после анализа остатки расплавленного золота, что сходится с повествованием об уничтожении храма огнем. So if authentic, this names a king of Judah. И если это действительно подлинная таблица, то там перечисляется, говорится о царе Израиля, о царе Иудеи, прошу прощения. The temple of Yahweh in Jerusalem. Там упоминается храм Яхве в Иерусалиме. And the repairs to the temple that are mentioned in the Bible. И тут упоминаются определенные ремонтные работы в храме, о которых также говорится в Библии. So you may be noticing that during this time period of history, we have a lot of texts from some of the foreign countries mentioning Israel. И вы уже, наверное, обратили внимание, что вот в этот период истории многие тексты окружающих Израиль стран, они говорят об Израиле. Moabites, Arameans, Assyrians. Моавитяне, арамейцы, ассирийцы, они все упоминают Израиль в своих каких-то надписях. Because these people, they inscribed these big stone monuments. И вот у всех этих народов было принято делать такие большие каменные монументы с надписями. And they described their victories and their exploits. И на этих обелисках они писали о своих победах, о своих завоеваниях. So sometimes Israel or Judah is mentioned when they have defeated them or when they have taken a tribute from them. И порой, so when these other people, they defeated Israel, they mentioned that. Yeah. Ну и порой Израиль и Иуду упоминали в том контексте, что другие народы нанесли Израилю и Иуде поражение, либо взяли с них дань. Тогда они об этом писали. One of the examples of a tribute from an Israelite king comes on this Assyrian obelisk. И один из примеров вот этой дани, которую иудейский царь заплатил ассирийцам, это вот черный обелиск Салманасара. And this might actually be the earliest artistic depiction of an Israelite king that we have. И, возможно, это самое раннее такое художественное изображение израильского царя, которое у нас вообще есть. Here's King Jehu right there, Вот это царь Иуд, bowing down to Здесь. Shalmaneser. который пал на колени ниц перед Салманасаром. Так, забороняєш поклонятися комусь іншому. So, but the scripture forbids to worship in other
He's not worshiping Но him. здесь не поклонение, как бы как религиозное поклонение, это поклон в плане унижения или так сказать, подчинения, да. Also, he's King Jehu of the northern kingdom, and they weren't usually following God how they were supposed to be. Но также царь Иу и многие другие цари, они не всегда верно следовали пути Господнему. Царь с бородой, а те двое нет. So we see that king has a bird, and these guys they don't. Well, this king has a big, long beard. У этого царя большая длинная борода, These guys don't. а у Yeah. этих нет. His servants. Они слуги. Похоже, что у него в руках молоток. Правильно. It seems like he has a hammer in his hand. Who? Вот этот? Нет, который как зонтик какой-то один. Yeah, it looks like a hammer, but it's It's an probably a umbrella. Это зонтик. А это при написано, да? So this is this writing upside. Is it like Cuneiform. cuneiform? Yeah, it's Assyrian. Да, сирийская клинопись. So what does this bird mean? It's a symbol for a god. Это символ Бога их. So is that. Точно так же, как это кольцо здесь. І отак клінопис, що ви казали, дали, що початку. Да. And this is a cuneiform. Да, это клинопись. Lots of other kings and major figures mentioned in the time of the kings are found in other inscriptions. И многие другие цари и значимые фигуры, упомянутые в книгах царств, также упомянутые в других надписях. Like Hazael. Например, Хазаэль, царь Арама, Ben-Hadad. Бен-Хадад упомянут, как сын Хазаила в 4 царстве, 13:24. Here's another Israelite seal, royal seal. Вот еще одна израильская царская печать. This one belonged to King Jeroboam II. Эта печать принадлежит царю Яроваму II. And you see the lion here, Мы видим здесь льва. often used as a symbol of Israel, the Israelite kings. Очень часто используется лев как символ Израиля и израильских царей. This one was found at Megiddo, Вот эту печать мы нашли в городе Мегидо. but it was actually lost not long after they excavated it. Но вскоре после раскопок эта печать была утеряна. But they had made a cast, a copy, and so we know exactly what it looks like. Но хорошо, что до этого успели сделать слепок, копию с этой печати, поэтому мы знаем точно, как она выглядит. So probably that was stolen. Yeah, probably. Скорее всего, да. Хтось багатий купив свою колекцію. Some rich guy bought it. Maybe. Может It's быть. never turned up though in over 100 years, so. Ну, на протяжении 100 лет никто ее не вернул, правда. Alright, now around this time is when Jonah lives. И пророк Иона жил примерно в это же время. And Jonah, of course, goes to Nineveh, and that's the capital of the Assyrian Empire. И, конечно же, Иона пошел в Ниневию, и Ниневия это столица Ассирийской империи. This is right at the time when the Assyrians are the most powerful. И это как раз в то самое время, когда ассирийцы были на вершине своего могущества. They were the most powerful empire in the world at that time. В то время они были самой могущественной империей мира. They were also one of the cruelest empires. И также они были одной из самых жестоких империй. Very well known for things like impaling people on stakes and peeling their skin off. Например, они могли людей там поджаривать на палках или like impaling, like, да. Ага, то есть могли протыкать людей вот заживо этими и снимать с них кожу. Putting hooks through their nose or their jaw and then leading them back to Nineveh. То есть они могли
крюки через нос, через вот щеки вот протыкать и вот таким образом тянуть их в Ниневию пленников. Gouging out the eyes of their political captives. Выкалывать глаза своим политическим оппонентам, ну, попавшим в плен. So you can see why Jonah didn't like the Assyrians. То есть вы можете понять, почему Ионе не очень они нравились. And they were also threatening Israel, and they were forcing Israel to send them tribute money. И также они угрожали Израилю и заставляли Израиль слать им дань, деньги. So he would have rather had God just destroy Assyria. И с точки зрения Ионы лучше было бы, если Бог уничтожил Ассирию. Here's some of the ruins of Nineveh. Вот некоторые руины Ниневии. After he goes and he gives this message to Nineveh, После того, как Иона идет туда и передает ниневитянам вот это послание, we read that the people heed that message мы видим, что люди приняли это послание. to stop wickedness and violence. И послание было в том, чтобы они отвратились от злых дел и насилия. And it seems that around this time of Assyrian history, that they stopped going on military campaigns for a while. И кажется, что вот как раз в этот момент истории Ниневии они вдруг перестали ходить в военные походы на время. This might have something to do with Jonah's message. Это могло иметь какое-то отношение к посланию Ионы, Could be a coincidence, а может быть и совпадение. but usually the Assyrians were very, very warlike. Но обычно ассирийцы были очень-очень-очень такие воинственные, любили сражаться. So it's interesting that right around the time of Jonah, there's this period where they aren't going out and attacking people. И интересно, что как раз вот во время служения Ионы они вдруг перестали ходить в походы и нападать на народы. But it didn't last too long, and the Assyrians went back to their old ways. Но это долго не продлилось, ассирийцы вернулись к своим изначальным путям And then they were actually destroyed. и в конечном итоге были уничтожены. The Babylonians defeated them and destroyed Nineveh. Вавилоняне поразили их в битве и разрушили Ниневию. In the book of Jonah, he mentioned something about the people of Nineveh. В книге Ионы упоминается кое-что о народе Ниневии. He says that there were about 120,000 people that didn't know their left hand from their right hand. Там говорится, что там порядка 120 тысяч людей, которые не могут отличить правую руку от левой. This sounds to me like he's describing the whole population of Nineveh and that they have no ethical system. Мне кажется, что он такими словами описывает все население Ниневии и пытается доказать, что у них нет вообще никакой морально-этической системы, морального компаса. Они не понимают, что такое добро и зло. It's interesting because if we calculate the population of Nineveh based on archaeological evidence, it turns out to be right about that number at the time of Jonah. И это интересно, потому что если мы посчитаем вот по археологическим данным, сколько примерно людей могло вместиться в Ниневии во времена Ионы, то у нас получится как раз вот такое где-то число, 120 тысяч. And this is a good marker actually that Jonah really went to Nineveh and knew that city and wrote the book right about that time. И это хороший признак того, что Иона действительно существовал, что он пошел в этот город, он был там, проповедовал и написал книгу примерно в то же время. Could we say something about the fish? Oh, yeah. So there are some stories similar to Jonah being swallowed by a fish, a big fish. И, значит, по поводу рыбы, которая проглотила Иону, есть истории некоторые, очень похожие. Реальные истории, похожие с историей Ионы. People have been able to survive for a short period of time. Люди в течение краткого периода времени, они, будучи проглоченными, выживали. Being swallowed by a whale. То есть их, например, проглатывал кит. Whales breathe oxygen. Киты дышат кислородом.
So it's a plausible thing. То есть это, ну, возможная вещь. It doesn't have to be totally miraculous even. То есть тут даже не обязательно, чтобы произошло какое-то, ну, такое чудо-чудо. It's not like something that's beyond the bounds of the natural world. То есть то, что Иона выжил как бы в теле этой, в желудке этой большой рыбы, это даже что-то не выходящее за рамки естественного мира. It has a miraculous component, в этом, конечно, есть чудесный компонент. but it's also possible for people to survive in a whale for a short period of time. Но также возможно для человека выжить в чреве кита какое-то краткое время. Неоднозначно, що в киті можна типу багато розпалювати. Что? Є таку картинку, що в киті багато розпалюють. Багаття? Огонь. Огонь. Огонь, костер. Ага. So, there are pictures that Иона распаливает. Ні, взагалі всередині кита. There are pictures that people are just making a fire inside of the whale. Yeah. Sitting inside of it. It's super fantastic. All right. Soon after the time of Jonah, though, the Assyrians go back on the warpath. И вскоре после времен Ионы ассирийцы возвращаются на путь войны. And we have this famous Assyrian king named Tiglath-Pileser III. И вот у нас есть этот знаменитый царь Тиглат-Пилесар III. У нас Феглофилосар. Феглофилосар, да, в Библии. He's mentioned different times in the books of Kings and Chronicles. Он несколько раз упомянут в книгах Царств и Паралипоменон. He's also mentioned by a different name. Его также называли другим сокращенным именем. And archaeologists later found that this was in reference to his title as the king of Babylon. И имя Фу или Фу, и многие археологи считают, что это имя как-то было связано с его титулом как царя Вавилонского. Because Babylon was such an important city with such a great history that they also claimed kingship of that. Of that king. Yeah, of that city. Of that. No, the Assyrians did that. So Assyrians claim that they are kings of. Got it. Babylon also. То есть дело в том, что Вавилон в то время был настолько могущественным городом и важным, что ассирийцы также провозглашали свое царствование и над ним. Поэтому Феглофилосар мог упоминаться под именем Фу как царь Вавилонский. Понимаете мысль? Can I just repeat that, what you said? То есть Вавилон во времена Феглофилосара был очень могущественным, большим, крупным городом. Он не был самостоятельным городом, но он был очень крупным. Поэтому, чтобы как бы дать понять, кто в доме хозяин, Феглофилосара часто называли царем Вавилонским также. Не только ассирийским, но и Вавилонским. Хотя Вавилона, как империя, в это время еще такой могущественной не существовало. А Ассирия над этим городом Вавилоном? So, like Assyrians were ruling this city, major city. But this one was so important that they just claimed that this is. Yeah, they would be the king of Assyria. They'd also call themselves the king of Babylon. То есть они называли себя царями ассирийскими, но также они называли себя царями вавилонскими. Что Вавилон был настолько значительным. Там был какой-то царь? So did they have in Babylon their own king or? No. Нет, своего царя в Вавилоне тогда не было. Not at that time. Assyrians, they ruled Babylon also. Ассирийцы правили Вавилоном тоже, поэтому ассирийский царь назывался и вавилонским царем. So this Tiglath-Pileser, he is the Assyrian king that started the conquest of Israel. И вот этот Феглофилосар, это был ассирийский царь, который начал и завоевание Израиля. We see that in Kings and Chronicles. Мы видим эту ситуацию в книгах Царств, в книгах Паралипоменон. We see it in his Assyrian records also. Но мы видим также это и в ассирийских летописях. Here he talks about the northern kingdom, Omri land. Вот здесь он говорит о Северном царстве, называет ее это место Омри, земля Омри. And he says he led some of their inhabitants to Assyria. И он говорит, что он вот эту землю Амврия завоевал и отвел
его обитателей, то, что им принадлежит в Ассирии. Talks about defeating Menahem. Говорится здесь о поражении Менахема. He talks about defeating he talks about the death of Pekah and then the installation of King Hosea. Говорится о смерти Пека, о его убийстве, и о том, как они поставили на царство Осию. And this is the same thing that we read about in Kings. Это то же самое мы читаем в 4 царстве, 15:30. Now in Kings it tells us that there's some Israelites who started the conspiracy against Pekah and killed him. И в книгах царств сказано, что вот некоторые израильтяне, они устроили заговор против Пека и убили его. Well, the Assyrians, they take credit for this. То есть, но мы видим, что в этих летописях ассирийцы эти заслуги прибирают себе, что это они сделали. They probably prompted or supported the overthrow of King Pekah. Но в любом случае, скорее всего, они как-то подталкивали, поддерживали вот это вот свержение Пека и его убийство. Ну, переворот. Okay. Here's another seal of one of the officials of Israel. Вот еще одна печать одного из официальных лиц в Израиле. He was one of the servants or the officials of King Hosea. Он был одним из слуг, одним из чиновников у царя Осии. Who was the last king of the northern kingdom. Осия был последним царем Северного царства. So is it like any pagan goddess here? So No, it's just a person. It is him. Probably Abdi. Uh-huh. But he does have this pagan iconography here. То есть это, значит, здесь на изображении сам человек, это не какая-то богиня, да, то есть, но внизу мы видим вот уже языческий рисунок, вот это с крылышками. Now, even though this King Tiglath-Pileser started the attack on Israel, he didn't finish it. И даже несмотря на то, что Теглав-Пилесар, он начал атаки на Израиль, он их не закончил. It's Sargon II who ultimately destroys Samaria. Именно Саргон II в конечном счете уничтожил Самарию. He's mentioned in Isaiah 20, verse 1. Он упомянут в Исаии 20 главе, в 1 стихе. And in the earlier days of archaeology, we didn't know anything about this king. И в ранний период развития археологии мы ничего не знали про этого царя. In fact, this was one of the arguments that skeptics used against the book of Isaiah and the Bible. They said that it just made up this King Sargon. И это, кстати, был один из аргументов, которые выдвигали критики против книги Исаии. Они говорили, этого царя Саргона просто придумали. But after more excavations, they found many, many documents of his, even his palace. Но после некоторых раскопок обнаружили очень много надписей, связанных с ним, и даже дворец его. This is Sargon II. Вот сам Саргон II. This is probably Sennacherib. Это, наверное, Сенахерим рядом с ним. Like his general. Yep, who became the next king. Да, но это Сенахерим, это его генерал, который потом стал царем. Що в нього копити, він прямо як цей кінь. So that's interesting that they have like this horse feet. Like Oh, it's a bull. Yeah, it's a guardian. It's like a special guardian. это бык, это не лошадь, это бык. Это типа особый страж. Як мінотавр. It has wings also. Да, вот так крылышки у него там еще есть. In the face of a man. Да, с лицом человека. Yeah, it's like a weird, corrupted version of a cherub. Да, такая очень странная, искаженная версия Херувима. In fact, the Assyrians, they had many depictions of things that looked like angels or cherubs. Ну, кстати, у ассирийцев было много разных изображений, которые выглядели похожи на ангелов, ну или херувимов. So Sargon II comes into power. Итак, Саргон II приходит к власти. And he actually writes down
his record of the conquest of Samaria. И он записывает историю о том, как он завоевал Самарию. Talks about the city of Samaria that he defeats, and he defeats the house of Omri. Говорит о том, как он поразил города Самарийские и дом Амврия. It's just what we have in the book of Kings. Именно это же мы читаем в книге Царств, 4 книге Царств. So the Assyrian records also include this biblical story or event. Поэтому ассирийские записи также включают в себя вот эту историю библейскую, это событие. So at this time in history, the divided kingdom, there are many, many texts from the other nations that tell the same stories. И в этот момент истории разделенного царства мы видим много-много записей у иностранных других народов, которые говорят об одних и тех же историях. Говорят одну и ту же историю. Here's part of the destruction of Hatzor Это вот часть вот такого разрушения в Хацоре. from the time of the Assyrian conquest. Как раз таки времен ассирийского завоевания. They had built this tower, Они построили такие башни, and they could see the Assyrians coming, и они могли видеть, как ассирийцы подходят. but it did their fortifications did no good, and the city was burned. Но их укрепления не справились с таким наплывом пришедших, и их город в итоге был сожжен. Just after this, in Judah, Hezekiah becomes the king. И прямо после этого в Иудее Езекия становится царем. And the Assyrians actually tried to continue their conquest to the south. И ассирийцы пытаются продлить свою завоевательную кампанию и завоевать еще и юг. This is an impression from a seal of Hezekiah. Вот это отпечаток с печати, которую принадлежит Езекии. So with the name of Hezekiah, or it's his own seal? It's his own. Это, скорее всего, его собственная печать. Yeah. It's, they used the seal to press into the clay. That's what this is. То есть вот это вот они делали отпечатки на глине, вот так отпечаток выглядит. It says that Hezekiah, the son of Ahaz, the king of Judah. Говорится, что Езекия, сын Ахаза, царь Иуды. And actually, several of these have been found. И, кстати, несколько таких отпечатков было найдено. So several seals, or several See, like the stamps of stamps. Hezekiah. Да, ну несколько отпечатков Езекии было найдено. And then we read about in the stories of Hezekiah that this Assyrian king Sennacherib attacks Judah. И потом мы читаем вот эту историю про Езекию, про то, как ассирийский генерал или царь Сеннахерим, атаковал Иудею. First he goes to Lachish. Сначала он пошел в Лахис. After he's defeated all these other towns, he goes to Lachish. После того, как он поразил все остальные города, он пошел в Лахис. And he has to defeat that before he goes up to Jerusalem. Ему нужно было поразить Лахис, прежде чем он смог бы подойти к Иерусалиму. Here's the front gate of Lachish, or what's left of it. Вот это входные ворота в город Лахис, вот то, что от них осталось. To get into the city, you would walk up this ramp and turn right into the gate. То есть вот для того, чтобы попасть в город, нужно было пройти вот вдоль этих руин, и вот там были ворота, надо было там входить. This may have been designed because the soldiers typically held their shields in their left hand. И, возможно, это с таким расчетом было сделано, что обычно ведь солдаты держат щиты в левой руке. So they would either have to hold their shield in their right hand and not really be able to use their weapon. То есть, если кто-то собирался подбираться к городу, таким образом, солдаты, им либо приходилось держать щиты в правой руке и неэффективно работать левым мечом, Or they'd have to walk backwards. и либо им приходилось бы идти задом. So it was a good design. Поэтому замысел был хороший с оборонительной точки But зрения. the Assyrians besieged Lachish and they took the city and they destroyed it and they killed lots of people. Но ассирийцы взяли Лахис в осаду, они такие его уничтожили и убили много людей. And it was such a great siege that the Assyrian king Sennacherib had the whole story of it made into these artistic panels and put in his palace.
И осада была настолько значимым событием, осада Лахиса, что даже вот царь Ассирии сделал по этому поводу особое такое произведение искусства, барельеф, и поставил у себя во дворце. Here are some of the Assyrian archers and slingers. Вот мы здесь видим ассирийских лучников и пращников. Here you see the siege ramp, Тут мы видим эти осадный вал. and they're shooting arrows, they're throwing torches. То есть они здесь, мы видим, как они выпускают стрелы по городу, они бросают там Here's a battering ram. разные снаряды туда. Вот это вот таран, который использовался. Here's a tower of Lachish. Вот это башня Лахиса. Some of the walls of Lachish you can see here. Вот некоторые стены Лахиса, которые здесь можно увидеть. And the Judean soldiers up there trying to defend it. И иудейские солдаты здесь наверху башни пытаются защитить город. But the Assyrians won this battle. Ну, ассирийцы выиграли эту битву. Here's Sennacherib on his throne. Вот Сеннахериб на своем престоле. He's receiving the conquest of Lachish from his general. И он принимает капитуляцию Лахиса от одного из своих генералов. And over here we have a couple of Judeans. И здесь мы видим несколько иудеев. Ну, он принимает не саму капитуляцию, а весть о капитуляции. See, look, they're bowing down. То есть мы видим, как They've иудеи, been subjugated. иудеи, которые кланяются царю, они оказались подчинены. And this shows some of the people being led away into exile. И это изображение указывает на то, что многие люди были уведены в изгнание. We've got pictures on these reliefs also of the women and children. They're loaded onto ox carts and they're taken off to Assyria. И мы видим также вот на таких барельефах, как, например, женщины и детей загружают в повозки, которых тянут валы, и их отправляют в Ассирию. So it tells the story of the defeat of Lachish. То есть такие барельефы рассказывают нам историю того, как Лахис был поражен. But Lachish wasn't the capital of Judah. Но Лахис не был столицей Иудеи. Jerusalem was. Иерусалим был столицей. But we read the biblical story and we see the Assyrians didn't conquer Jerusalem. И мы читаем при этом библейскую историю, мы видим, что ассирийцы не завоевали Иерусалим. So they had to be content with showing the capture of Lachish instead. И поэтому им оставалось довольствоваться лишь тем, что они захватили Лахис. The Assyrians did actually mention the siege of Jerusalem, А ассирийцы упомянули осаду Иерусалима, but they didn't mention their defeat. но они нигде не упоминали свое поражение там.